Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, хейтеры, недруги. Всем салют. Хейтеры и недруги, вам с кисточкой. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Вы видите с правой стороны от себя два QR-кода. Это музыкальный и влоговый канал. Также найдете ссылки в описании. Добро пожаловать. QR-код, который вы видите сейчас, это телеграм-канал. Был создан специально для этого YouTube канала. Добро пожаловать адекватным людям. Ну и теперь мы перейдем к ролику. Постараюсь я очень быстро, так как у меня 5 заставочек, 5 коротких роликов. Жалуются гости, то, что страна неблагодарна, так как то, что они приехали в эту страну, и страна неблагодарна, понимаете, как я так понял, в принципе, то, что... Давайте я вам лучше включу и вместе послушаем. За 4 года мне удалось пожить во многих странах Евросоюза, и больше всего мне не понравилось отношение в той стране, которая на первый взгляд должна быть благодарна, что мы к ним приехали. Ну да, вот получается. Так как-то. До того, как туда приехали украинцы, все прибрежные села пустовали зимой. Благодаря тому, что украинцы там проживают круглый год, открылись магазины. И как вы думаете, что это за страна? Это Болгария. Болгары, что вы будете делать, когда мы уедем? Господа болгары, что вы будете делать, когда уедут гости? Я знаю, в Болгарии тоже смотрят. Напишите, пожалуйста. Ну да, это так мы сейчас. Коротенький ролик мы посмотрели. Ну а теперь, наверное, перейдем к более серьезным роликам. Церковь. Не очень я люблю такие вещи затрагивать. Церковь. Столько роликов нашел, вы не представляете просто. Ну, во-первых, посмотрите вот эту заставочку, да, сейчас вы видите, да. Богу зачеркнули, написали ЗСУ. Это не фотошоп, это встречалось часто уже, да, в соцсетях. Как вы к такому относитесь? Да, это все цветочки. Послушайте українську блогершу. Привіт, незламні. В церкві цирк. Понаписували мені. У єгипетській церкві цирк. Понімаєте? Ні, дорогенькі мої. Тупі ви рибки гупії. Цирк відбувається в церкві в Україні. Понімаєте? Де носяться з Томосом, Хіромосом і ще якоюсь канітелью. Постоянно, безконечно. То ФСБшна церква, то не ФСБшна, то ще якась, то ета, то правильна, то неправильна, то так молитись, то не так молитись, то в цей день, то в другий день, то в 31-й день. Оце цирк. А ви в ньому клоуни. От і все. Просто якби люди були трошки умнішими, а не такими тупими, як вони є, то вони б знали, що єгипетській церкві, на секундочку, 1960 років. 1960, блядь. Понімаєте? Вот, вона создана в 42-му році. Від Різдва Христова. В 42-му. Скільки років в українській церкві? Чи, в принципі, церкві в Україні? Зараз не можна, зараз непонятно, скільки в українській церкві, зараз взагалі непонятно. Но коли в Україні церква 988 років, да, Володимир похрестив, і 988! І 1960. Скажіть, пожалуйста, яка церква правильна чи неправильна? Я вам скажу друге. До єгиптян церкву, коли приходиш, ти відчуваєш реальну радість. Радість! Там все пише добром и радостью. Окей, добром и радостью. Ладно, дальше мы слушать не будем, тут слишком длинный у нее ролик. В общем, как я понял, это ведутся дебаты, цирк, то, что якобы в египетской церкви цирк. Я вам сейчас поставлю один ролик, а вы мне скажете, что это. Я не буду комментировать, а вы напишите обязательно в комментариях. Но вы не забудьте, да, этот первый ролик про цирк. Смотрим. Что это было? Я вам еще раз поставлю начало.
Что это было? Напишите мне. Я не знаю. Я от комментариев воздержусь. Но мы сейчас посмотрим еще один ролик про церковь. И тут уже, не до смеха будет. В Ровно начали находить православные иконы на свалках, выброшенные из храмов, которые перешли под новую церковную юрисдикцию. Вот. Иконы выкидывают. И значит, они утверждают, то, что в египетской церкви цирк. Смотрим дальше. Я не шибко религиозная сама, но даже мне кажется, что это перебор, потому что когда борьба за правильную веру заканчивается мусорным баком, вопросов становится все больше, чем ответов. Разве нет? Особенно к тем, кто называет себя хранителями духовности. Цирк, значит, говорит девушка, цирк. Ну и как вы к такому относитесь? Иконы на свалках осуждают другую, чужую веру. Я вообще, в принципе, да, вера и вера, да, у каждого своя вера, конфессия. И как-то осуждать, зачем нос сувать туда, если ты не верующий, не знаешь ничего о этой вере? Ну как же, там все лучше, у них же всегда у гостей самое лучшее было. Конечно. Вы мне напишите теперь о цирке. Мы вместе с вами разберем это все дело в комментариях. Вот так, ребятки, мы все катимся по наклону ниже и ниже. Куда только. Думали, уже дно пробили. Нет. Дно не пробито еще. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк, подписочка, комментарий. Оставляйте. Лень писать. Точка, знак восклицательный. Рожицу, смайлик, еще что-нибудь. Этого хватит для продвижения канала. Огромное спасибо. Добра, удачи.